или стрём? Норм или стрём, когда парень зарабатывает 50 тысяч рублей в месяц? Я считаю, что это стрём, и вообще считаю, что такие парни не должны даже знакомиться с девушками. Норм или стрём, когда у парня нет своей машины? Я считаю, что, конечно же, стрём. Представляешь, парень зовет тебя на свидание и за тобой достойно, нормально даже не может заехать. Норм или стрём, когда девушка просит заказать себе бизнес, но сама живет в Балашихе? Я считаю, конечно, норм. Парень, если зовет тебя на свидание, он должен сделать так, чтобы ты добралась с комфортом. Норм или стрём, если парень пришел без цветов? Конечно, стрём. Ухаживание, я считаю, что это очень важно для девушки. А если он не может позволить купить тебе цветы, нахрен он нам нужен, правильно? Как меня такие веселят вообще, я не знаю, как их назвать, не буду грубить, да, пускай живут, как говорится. Но когда такие вот, с накачанным видно, что у нее губищами, просто утка. Мое мнение, это просто для одного дела сделано, да, для приятных ласк оральных, скажем так, и все. Но они же для чего-то это делают, и им нравится, да. Понятно, что их дело, что хотят, пусть то и делают. И в татушках вся. И вся такая, я там считаю, я там не считаю, стрём, что 50 тысяч зарабатывают. А ты сколько? Ты вообще чего в жизни добилась сама конкретно, а не за счет того, что ты накачала губы, сделала кому-то приятно, да, и тебе дали денег, или купили тебе там, не знаю, айфон или машину. Это нифига себе стрём, что у него нет машины, стрём то, что полтинник. Но опять же, они же рассуждают, они же москвички, там про Балашиху говорят. Соответственно, это Москва. Не знаю, для Москвы норм или нет, кто знает, напишите в комментариях, норм это полтинник или нет в целом. Если мы говорим, допустим, мужчина один живет. И норм не норм без машины. Как по мне, с московским движением я бы нафиг, мне кажется, машину бы там не имел. Ездил бы либо на метро, либо на такси, потому что это ужас там движения в пробке, зато в своей машине, да, вот кайф. Нафиг, там на метро, наверное, быстрее доберешься. Я не знаю ничего особо о Москве, никогда там не был, но вот так вот, по крайней мере, то, что я слышал. А так, да, такие себе сидят, норм, стрём. Кто вообще такие, кого-то там рассуждать, что стрём, а что норм? Господи, а я что делаю не так? Почему у меня такой путь? 38 лет, и я одна, ни разу не была замужем. Да я даже нормально никогда не жила с мужчиной. Никто меня не содержал, не баловал, ни котенка, ни ребенка. Ни даже мужчины, который бы меня любил. Я не пью, не курю, помогаю людям, делаю ремонт в подъезде за свой счет, живу хорошей жизнью, убираю мусор на улице за другими людьми, никому не делаю зла и даже никого не осуждаю. И все, что я говорю про людей, я могу сказать им в лицо и в глаза. И что я делаю не так. Я прохожу бесконечное количество тренингов, сессий с психологами, коучами, астрологами, нумерологами, всеми на свете, чтобы сделать себя лучше. И я себя уже до такой степени улучшалась, что дальше просто некуда. Я закопалась в этих улучшениях. А счастье, оно не приходит. И думая о том, что не надо ничего пытаться делать, надо просто найти Бога внутри себя. Да как, его найти, когда мне 38, я детей хочу, а количество моих яйцеклеток ничтожно мало? Как в этот момент можно не хотеть семью, да просто быть любимой кем-то? Что я делаю не так? Бог, ответь мне, пожалуйста. Вроде бы такая поначалу говорит норм, не пью, не курю, мне бы вообще, да, как за здрасте, это как я сам не пью, не курю, мне только такая нужна, да, и для меня это тоже очень тяжело найти подобную в наше время, потому что сейчас куда ни плюнь, практически все это делают, у меня все в семье это делают, не суть, я не об этом. Она начала вроде бы хорошая, нормальная, вроде бы норм, 38 лет, но, говорит, что я делаю не так? Так, скорее всего, по моему мнению, она делает не так, то, что она ходит к всяким психологам, каким-то тренинги какие-то проходит непонятные, мутные, астрологам. Вот это ошибка, скорее всего. И как-то она себя, возможно, так ведет, что парни ее встречают, думают, нафиг. Опять же, я просто рассуждаю со стороны, я не знаю, как она коммуницирует с людьми, как она с ними там, не знаю, где-нибудь в приложении знакомится, как она общается с людьми. Потому что на камеру она такая вся, ой, все, я, пожалейте меня, я вся хорошая, и что не так. А по факту там, может быть, начнешь общаться и поймешь, что не так сразу. Потому что, да, тут я это вижу критерий, то, что она загоняется по всем этим психологам, как она говорит, я вся такая развиваюсь, проработанная, как они говорят. Это, кажется, мне самая большая у нее ошибка.
Ну а так, с другой стороны, если у нее плохих там никаких этих парней по жизни не было, по большей части вот так вот одна и никто нормально не попадается, да вроде бы это и тоже не сказать, что плохо, нервы что ли целее, чем перетаскать там пачку непонятно кого и потом говорит, как там где-то я видел тоже видео, вот я там раньше меняла проник как перчатки. Ну уж лучше, конечно, вот так вот быть 38, наверное, более чистенькой, чем перетасканной. Недавно прочитала историю, мужчина пишет: девочки, почему я, приходя на свидание, должен платить за женщину? Мы посидели в кафе на смешную сумму 1000 рублей. Почему я должен платить свои 500 рублей за ее кофе? Час моей работы, внимание, стоит 20 тысяч рублей. Я СММ, я продюсер, и час моей консультации стоит 20 тысяч рублей. Ты правда считаешь, что я хочу потратить свой час на то, чтобы пойти попить с тобой кофе, вместо того, чтобы поработать? Мне настолько должен быть интересен мужчина, чтобы я согласилась выйти с ним попить кофе, что ты не то, что кофе мне за 500 рублей должен оплатить, ты мне должен еще плюсом принести цветы на первое свидание, какое-нибудь украшение, обязательно угостить в ресторане и вызвать бизнес-такси туда-обратно, чтобы я просто вышла из дома, либо вышла из офиса, прервала свою работу, прервала консультации, прервала свои задачи, посвятила тебе время. Еще вопросы будут? 500 рублей на кофе он зажал. Сиди дома, блин. Да вообще у нас вопросов никаких нет. Сиди нахрен там 20 тысяч свои в час, как ты там говоришь, зарабатывай и вообще нафиг не выходи. Лучше не выходи и не попадайся нормальному мужчине, лучше никогда. Вообще. Потому что она же на людях, возможно, себя показывает такой милой и прекрасной, а тут уже на камеру высказалась. Потому что, ну что за жесть? 500 рублей. Да при чем тут это? Если ты уже вот так вот загоняешь, вот желательно, чтобы каждая так вот сразу вот так вот загоняла, что она такая вот я не я, кусок асфальта, как говорят, и все. Чтобы меня чем-то удивить, ты мне там бизнес-такси, какое-нибудь украшение, цветы. Ни хрена себе! Ой, мне кажется, я бы, если бы зарабатывал, там был бы как минимум рублевым миллионером, я бы вот это вот, если бы я услышал, никогда бы я такую на свидание не позвал. Несмотря на то, что у меня было бы денег полно, сделать все, что она вот это вот сказала. За эти бабки, что она говорит, украшения, бизнес, ну и вот это вот все, да, там плюс пожрать что-то. Блин, да проще путану вызвать, если мы говорим чисто о том, что когда мужчина выходит поохотиться. Если мы говорим о создании семьи, поиска, да, ну нет, такая бы сразу минус. Как они говорят, сразу было бы red flag. Вот сразу бы. А тут же самое, я же говорю, интересное, что она не скажет это, когда ты с ней где-нибудь на сайте знакомств познакомишься вот так вот, скорее всего. А вот так вот где-нибудь в инсте рилсик вот она записала, это как за здрасте, высказывает для поднятия охватов. Духаны сразу мимо, женатые мимо. Пермь, срочно ищу себе мужа. Борщи варить не обещаю, но можем сходить в Red Cup за мой счет, по крайней мере, на первое свидание. А с вас, соответственно, вторая часть свидания. Пишите комментарии, буду выбирать среди тех, кто мне понравится. Темщики мимо, возрастное ограничение. Желательно от 25 лет. Ну, хотя бы от 18, ладно. Кипяток. Ах, что-то я не завидую ее будущему мужу, что-то вообще не завидую. Крик души. Мне 28 лет, и я абсолютно одна. У меня нет серьезных отношений, у меня нет никаких отношений, потому что я не могу встретить адекватного мужчину. Я не понимаю, может быть, я не там ищу, в чем вообще дело, объясните мне. Я сама себя содержу, у меня нет какой-то супервысокой планки к мужчине, мне достаточно просто, чтобы с ним было о чем поговорить, и чтобы были плюс-минус схожие интересы. Мужчины, вы где? Ну, после такого видоса по-любому к ней в личку набежали. Ну, а насчет адекватности у всех она своя. Ну, блин, вот они же все говорят. Ну, я тоже так же обычно говорю, вот хочу себе адекватную, да? Но у нас же всех понятие адекватности разное. Ну, как правило, понятно, что греха таить, к женскому полу сейчас я не раз это слышал от них лично, да я это и знаю, потому что есть такие знакомые, и мной подтверждено это было, что начинают действительно писать, то сразу о интиме начинают писать мужчины в личку, вот так вот.
и то, блин, начинает органы свои слать. Ну, да, конечно, если взять такой контингент, и она имеет в виду вот эти вот неадекватные, ну, есть, да, своя неадекватность, потому что, ну, блин, зачем незнакомой девушке и женщине это делать? Ну, зачем? Ну, ты ж никого не удивишь в наше время. И что она б тебе показала, это неудивительно. Что ты там нового увидишь? Что она нового увидит? Ну, потому что, блин, мужчины просто некоторые думают, что если я покажу свой аппарат, то она, у них психика как будто бы работает как у нас. Ну, то есть, как у нас, мы видим визуал, мы возбуждаемся. Ну, блин, у них не так это работает совсем. Совсем не так. У них другая психика. Ну да ладно, это уже другой разговор. Анна, в чем проблема твоя с мужчинами? Да, не понимаю. Им дашь? Они не пишут? Что дашь? Ну что? Конфетку. А конфет? Дашь? Не пишут? Не дашь? Костя. Тоже не пишут? Не знаю. Походу просто никто не хочет со мной дольше недели общаться. Ну, я хочу. Спасибо. Видишь, а я тебе не дала еще. Может, это работает? Ну все, не надо давать конфетку. Ну вот про это говорим. Офигеть, у нее смех заклинило ее. Как будто бы как движок какой-то заводится. Такое ощущение. А так, конечно, смешного мало. Дашь, не пишет, не дашь, не пишет. Да, что-то с тобой не так. Ну, естественно. Парень получил, что хотел. И она еще так вот, по крайней мере, как она на камеру себя ведет. Да, жену в ней особо не видно. Ну, будущую там жену, мать детей, что-то не особо проглядывается. Она так себя ведет, поэтому так и пользуется. Через год мне 30 лет, последний год у меня не было отношений. Было несколько интрижек, и каждый раз это заканчивается какой-то хуйней. И чаще всего мужчина, неважно, чем он занимается, сколько ему лет, какой у него образ жизни, но каждый раз это заканчивается тем, что либо же он просто перестает выходить на связь, либо же он как-то меньше начинает отвечать, либо же это еще какая-то подобная ситуация, которая показывает, что мужик просто боится брать на себя ответственность. И честно, уже стала думать, с чем это связано ли это со мной, связано ли это, блядь, с детскими травмами мужиков, что у них была холодная мать, и вот это все. Теперь я дошла до стадии, когда я просто ориентируюсь на свое ощущение рядом с человеком. Ты уже не так думаешь о том, что мужик там что-то должен. Я уже смотрю просто на то, как я себя чувствую рядом с этим мужчиной. Насколько мне спокойно, сколько я чувствую себя собой, нет ли у меня тревоги рядом с ним. Да что у них за планка такая больная? Если вот так вот себя ведет, значит не боится взять ответственность. Да что за бред? Откуда? Вот это им же какие-то психологини или коучи напели, наверное, что если мужчина пропадает, тебе не пишет, там игнорирует, или особенно как вот после интима, как та сказала, меня кидают там, не пишут мне. Это что, значит боится взять ответственность? Да ну нет, что за бред вообще? Ну, просто начал с тобой общаться, да, какой-то тип. Пообщались вы. Он понял для себя, что, блин, ну не хочет он с тобой больше тусить. Может, он понял, что хотел с тобой, может, там по-быстрому, да, запрыгнуть в постель, а понял, что ты такая себе, или побольше тебя узнал, даже и перехотел с тобой в постель прыгать. И думает, ну нафиг, надо ее сливать. И все, блин. И перестает выходить на связь. Причем тут нафиг ответственность? Что за бредни? Я говорю, меня это вот всегда вот поражает и раздражает. Причем тут нафиг ответственность? Да никто не... Я лично никогда ничего не боюсь брать. Если я сам этого хочу, то я буду делать. То и так же они же действуют. Они же точно так же игнорят, блин. Сегодня ты с ней общаешься, завтра заходишь, она тебя заблокировала. И что-то, блин, мужчины не записывают такие, это, или в Инстаграме эти рилсы, или шортсы там, и так далее, что вот, блин, почему, вот я ей писал, вроде бы мы пару раз увиделись, а потом она меня забанила. Подскажите, мужчины, что делать? Ну нет же, блин, это же они только такой фигней занимаются, пытаются разгадать мужскую психику и никак не разгадают, да и никогда не разгадают в целом. Я хочу расстаться со своим парнем, потому что он не хочет со мной заниматься сексом 5 раз в день. И он мне говорит, что для него нормально это 4-5 раз в неделю. Рассудите, пожалуйста, кто из нас не прав, потому что у меня есть определенные потребности, я бы очень хотела им насытиться, но он почему-то выбирает такую позицию. Я просто не считаю, что у нас есть в целом какое-то будущее вместе. Что думаете вы? Ну, желаю удачи тебе найти такого человека, да, мужчину, который будет на протяжении очень многих лет хотеть 5 раз в день. Да, я знаю, что есть сильная либидо, вот у нее получается сильное такое либидо,
Ну и плюс она видно, что она не старуха, у нее нет менопаузы там. Да и вообще я знаю, что у всех это, короче, это генетически тоже зависит. У кого-то либидо слабое, у кого-то среднее, у кого-то сильное. Это неплохо. Это просто ты такой рождаешься, это твоя генетика, ничего тут такого нет. И, конечно же, да, не очень ситуация, когда ты с партнером вот так вот у вас один хочет 5 раз в день, а другой 5 раз в неделю или там 4 раза в неделю. Ну да, это напряг, я согласен. И это просто на дальняк это не получится. Потому что в данном случае она просто будет прыгать на других, как нимфоманка. Ну это жестко. Ну, в любом случае она подутихнет, потому что, ну, вряд ли она хочет так, ну, блин, годами. Вряд ли. Я что-то вот сомнительно, мне кажется. Хотя, ну, есть такие, говорю, это как на нимфоманку похоже. Хотя, я говорю, многие мужчины бы, наверное, обрадовались, ну, такие, которые хотят, думают, что, ну, которым достается, допустим, такая женщина-девушка, которая, допустим, он хочет каждый день, а она хочет всего лишь 2 раза в неделю. И у них на этом фоне возникают проблемы, что она берет через силу это делает, а это не есть хорошо. Ну, в общем, короче, ну, да, если так говорить за отношения, по ней видно, что она такая какая-то вот, да, по манере разговора. Недавно я забрала свое 3-е свидетельство о разводе, и это был мой последний брак. Последние 2 брака у меня были с одним человеком. Мы расходились, сходились, как у многих бывает долгая история. И если в первом браке я еще была партнером, женой, у нас был совместный бизнес, я вкладывала деньги, вкладывала силы, и ушла ни с чем. Второй брак я сказала, что я работать не буду. Модель семьи у нас складывается традиционно, ты зарабатываешь деньги, а я занимаюсь бытом, готовлю кушать и полностью нас обслуживаю, занимаюсь этим всяким микроменеджментом. И приходит момент, когда, знаете, не хватает денег. Даже вот просто на базовый минимум началась очень серьезная экономика, и мне приходится выйти на работу. Как я не хотела выходить на работу, но все же, у меня куча образований, я много чего могу, я всегда найду себе работу. Ну вот такая у меня была политика. Я не работаю в браке, потому что я занимаюсь домашними делами. Я выхожу на работу. У меня был график 2 через 2 по 13 часов. И все бы ничего, но когда я вышла на работу, по домашним обязанностям ничего не изменилось. Вы можете сколько угодно говорить, что это все мелочи, но занимает это очень много времени и энергии. Однажды, придя с работы, спасибо, кстати, мужу, он меня все-таки забирал с работы обычно по вечерам, но как бы то ни было, я прихожу с работы, а там полная корзина грязного белья, так что аж крышка не закрывается. И меня просто вынесло. Я и так уже накалялась, то, что мне приходилось в свои выходные заниматься домашним бытом. А тут уставшая, после работы, голодная. Так же обычно мужчины говорят, да, что они приходят уставшие с работы. И я просто срываюсь на мужа и начинаю орать. Говорю, неужели ты не видишь? Еще и на дочери перепало, ей 10 лет так-то. Ты тоже что, не видишь? Ваши вещи грязные. Вам что, сложно положить их в стиралку? Их даже не нужно самому стирать. Это просто нужно загрузить и вовремя вывесить. Это не так много, просто нужно держать в голове, да? Посмотрел и сделал. Микроменеджмент, который все недооценивают. И, конечно же, муж наорал на меня в обратку. Ничего конкретного не сказал, в чем я не права. Это просто была ссора, которой мы друг друга покрыли хуями. И вот это все очень сильно накапливалось. Мое недовольство тем, что я работаю. То есть 13 часов, сами понимаете, это 2 суток вылетает просто. Потом следующий первый выходной у меня уходит исключительно на бытовые какие-то нужды. А я хочу тоже отдохнуть, я хочу почитать, я хочу куда-то сходить. А у меня энергии потом нет, потому что у меня такое ощущение, что я хуярю 3 дня подряд. И ладно, если бы мне еще платили-то за один день, да, извинитесь. Ну и в итоге, конечно, это все очень сильно накопилось. И это вылилось в очень нелицеприятную ситуацию, после которой, конечно же, мы разошлись. Я спокойно восприняла развод. Конечно, я охуела от того, что произошло. Ну, не знаю, то ли то, что я на антидепрессантах, то ли то, что мне уже 35 лет, и я спокойнушка уже приняла решение, что я больше не хочу в брак, потому что наши мужчины 30-40 лет привыкли к тому, что женщина должна заниматься бытовыми обязанностями, но в силу современной экономики они не зарабатывают столько, чтобы покрывать самостоятельно нужды семьи, женщина обязана выходить на работу. В браке нет столько плюсов, чтобы настолько себя нагружать обязанностями. А я, вы знаете, гедонист по жизни, я все-таки хочу жить и свою прекрасную жизнь, поэтому сейчас я нахожусь в бостонском браке с подругой. Это произошло совершенно случайно, но это лучший брак, который у меня был. И я еще расскажу, какие плюсы в бостонском браке. Ну вот, как говорится, и живи в своем бостонском браке со своей подругой и не трогай никого, да, и тебя, я думаю, адекватно никто не будет трогать, на татуированная, вся такая проработанная, там 500 образований, туда-сюда и так далее, так далее. Ну, короче, вообще просто пушка называется в кавычках. Поэтому, ну, такое себе наговорила фигни. Ну, конечно, да, если, мое мнение такое, что если, конечно, оба работают, то есть и женщина, и мужчина, и приходят оба, да, там, с работы, то уж тут обязанности должны 50/50. Ну, по-человечески просто. Для меня это по-человечески. То есть я не ожидал бы от своей половины, если бы мы оба пришли там задроченные с работы, и я бы ей такой лег на диван бы, включил бы какой-нибудь футбол, такой, блин, ну когда ты там сделаешь ужин? Ну нет, конечно, я же адекватный, я понимаю, что мы оба только пришли. Ну какой нахрен ужин? Это уже не ее обязанность. Это уже нам надо вдвоем что-то сварганить. Так же как-то и с уборкой надо решать. Со стиркой как-то надо все это.
Ну, то есть это такие тонкие моменты, у каждого на свое. Я просто знаю, что есть немало мужчин, а я вот от своих знакомых и слышал, они мне так говорили, что да, то есть несмотря даже на то, что, допустим, женщина работает, он хотел бы все равно, чтобы она еще приходила, успевала и убраться, и приготовить, и его вылезать в ванну, сходить, его там ублажить перед сном, и детей накормить, напоить. Ну, блин, ну это ж как-то не по-человечески, что ли. Ну, а так, блин, у каждого оно свое. Тут 5 причин, почему я крутая. Я люблю Kinder Bueno. Я могу вот так. У меня есть коллекции чехлов под все мои настроения. Я люблю решать судоку. У меня даже есть печатный вариант. У меня брекеты. Вроде все. Мне, кстати, 24. Я вот этим занимаюсь. Хвастаюсь, почему я крутая. Пока. Одним словом сказала бы, просто я фигней занимаюсь от того, что мне делать нечего. Да и все, крутые просто у нее эти качества. Я уже, кажется, хочу замуж. Потому что просто устала от всех этих кринжовых свиданий. Знаете, когда потом приходишь домой и думаешь, ну, подружкам расскажу. Рассказываешь подружкам, они такие: Настя, сходи еще раз. Мальчик переволновался. Мне кажется, там уже скоро такой аргумент в ход пойдет, типа, ну, Бурунов тоже ближе к 40 раскрылся. Я просто расскажу вам про последнее свое свидание, после которого я решила, все, я увольняюсь. Это было прошлым летом. Мы познакомились с парнем в дейтинг-приложении, и меня привлекло то, что у него в профиле, в описании просто теги на английском языке. Типа specialty coffee, books, music creation, короче, все, что женщинам нравится. Там в конце, наверное, воманайзер был, я не дочитала. И раз уж у него в профиле первым было написано specialty coffee, конечно, ожидаемо он пригласил меня в кофейню. Знаете, такую трушную, где только черный кофе, где за молоко в колени стреляют. Короче, серьезная организация. И мы встречаемся в этой кофейне. Я у него спрашиваю, какой кофе ты посоветуешь мне взять? Ты же разбираешься? Он говорит, с чего ты взяла? Я говорю, ну, у тебя в профиле написано specialty coffee. Он такой, не, я не разбираюсь. Просто у друга кофейня была, я туда ходил, кофе пил. Я думаю, ладно, пройдемся по другим тегам. Я спрашиваю, а Music Creation это ты музыкант? Он говорит, да. У меня есть своя группа, она называется Щели. Ребят, гуглить не советую. Потому что, конечно, видео есть, но не прям музыкального характера. Я у него спрашиваю, а вот у вашей группы есть какие-то мечты, какие-то цели, к чему вы стремитесь? Он говорит, да, конечно, мы мечтаем играть в метро, но пока не получается. Ну попробуйте карточку прикладывать, может тогда получится, я не знаю. Потом настала его очередь задавать мне вопросы. Он спрашивает, Настя, а какую цель нашей встречи ты преследуешь? Чего ты ждешь от нашего свидания? Мне не понравилось, поэтому говорю, опыт, а ты? Он говорит, а мы с девушкой ищем третьего. Я думаю, хоть бы в настолке, господи, хоть бы в настолке, реально. Я говорю, а что ты мне сразу об этом не сказал? Мы бы просто не сидели бы здесь час с тобой, я бы сразу ушла. Он говорит, так у меня в профиле написано Open Relationship. Я думаю, да. Рано я репетитора по английскому бросила. Говорила мне сова из Duolingo, что поимеет меня, но я не думала, что прям таким способом. Эх, зря не согласилась на тройничок, а то, может быть, было бы и огонь, кто его знает. А так, да, шутки шутками, конечно. Ну, так бывает, да, это все говорит о том, что нифига друг друга даже по переписке чуть-чуть хотя бы не узнали и сразу ломанулись на свидание. Вообще, я вот такой не сторонник такого формата, когда вот только я с человеком начал переписываться, там какие-то, может, голосовые, и тут же бежать на свидание. Нет, я, допустим, к такому не готов. Я знаю, да, есть некоторые там, заходишь в профиль, пишут, не люблю долгие переписки, давай сразу все. На улице где-нибудь, там, в кафе, там, увидимся или что-то. Ну, блин, во-первых, это у меня такая занятость, что я не могу просто по щелчку сорваться куда-то. Это ж тоже занимает офигеть сколько времени. Если так представить, это ж по городу, доедь туда, посиди, обратно, а у тебя еще своих там куча дел. Это ж надо как-то заранее планировать. А так вот с бухты-барахты, ну да ладно, короче, одним словом, ну да, бывает, да. Вы такие попадутся, а он специально эти все теги прописывал, чтобы завлекать вот так вот самок, скажем так. Поэтому и ищет третью, а че нет? Потому что если мужчина до 30 лет не стал руководителем, это уже хуйня какая-то. Если он обычный рядовой сотрудник, это что-то с этим мужчиной не так. Мне кажется. Ну, потому что это не показывает его какую-то целеустремленность. То есть вот он в комфортных условиях работает, никакой ответственности на нем нет. Он такой, тут чилим, сидим на кухне. Вот. Ну, то есть какой-то вот такой, который может брать ответственность не только за себя, но и за близкого своего человека, за своего партнера. Блин, а мне наоборот что-то кажется, что с ней что-то не так, а не с мужчинами до 30, которые не стали руководителями.
То есть в ее голове женской, если мужчина не стал каким-то руководителем к этому возрасту, значит, он просто не может взять ответственность кроме себя ни за кого. Да что за бред? То есть он типа не создаст семью, детей не будет. Да что за бред вообще? Куча как раз таки рядовых, как она говорит, ребят, которые пачками семьи создают и рожают еще и по 4-5 детей. И что-то как-то там есть, ну, я говорю, есть и нормальные такие вот среди этого всех семей, да, есть много и нормальных, которые живут норм. При этом они оба рядовые, еще и оба работают. Поэтому, ну, такое себе, ну, что-то сморозило не то. Блять, и смешно, и грустно одновременно. Посидела я пару дней на сайте знакомств, называется «Ты». Многие о нем знают, да, ну, в общем, суть такая. Несколько человек, пообщавшись там буквально 1-2 дня, я перевела как бы в Телеграм, потому что этот сраный сайт мне не грузит ни хрена. Короче, ситуация. Сегодня мне пишет чувак, мы что-то там немножко пообщались, типа, как день, чё, как сам, как дела. Дальше, короче, он мне говорит, типа, а чё, какой район, где ты вообще живешь, давай, говорит, тебя заберу. Я только заказала себе доставку, думаю, как куда заберу, что тебе надо? Я говорю, в смысле, куда заберу? А он мне говорит, ну как, куда? Говорит, к себе. И я ему пишу, да? В смысле, к себе. Я к незнакомым мужчинам в гости не хожу. Да даже я к знакомым в гости, знаете, не хожу, потому что, ну, как бы, это мувитон для женщины, для девушки одинокой. Если я не в отношениях, как бы, блядь, вы чё, нахуй, попутали, что ли? Да и хуй кого в гости, короче, пущу. В общем, я ему пишу это сообщение, выхожу, захожу там ВКонтакте, пока общаюсь с мамой, возвращаюсь в Телеграм. Слава богу, что этот долбоёб сам удалился нахуй из моей жизни после этого сообщения. Вот спасибо тебе огромное. Отвечаю, ты просто доставил мне огромное удовольствие, больше тебя не созерцать в моей жизни. Получается, не такой, да, раз он понял, что никто не даст. Вот так вот, девочки, так и живем, блядь. А потом меня спрашивают, почему я одна? Да, вот как-то так. Да нет, как раз таки вообще понятно, почему ты одна. Потому что вот с такой быдлятиной нормально не захочет строить семью. Реально, только ширнуть, ширь-пырь и побежал. И то, чтобы такое ширнуть, да нафиг она нужна. Меня даже на ширь-пырь такая бы не привлекла. А тот паренек, да просто скорее понял, что она не особо, да, как говорят, в себе, с такой манерой общения. Она же по-любому и там и так же и общалась с ним. По-любому не нежно она себя вела. Женственности там было 0, скорее всего. И он соскочил, удалил все, думает, да ну, буду я связываться. Потому да, он как раз-таки не дурак. Он соскочил, понял, какая ты. И ты там возрадовалась, записала видосик, что типа вот я такая, все, никто ему не даст. Да дадут. Вообще для мужчин это не проблема. Не проблема. Это никогда не проблема, чтобы пошел в специальный салон, выбрал самую прекрасную для своего взора, заплатил. Тебя всего облизали за этот час. Хочешь 2, хочешь 3. Это не так на самом деле дорого стоит. И это всегда доступно. Поэтому что они из себя строят, что вот не даст там кто-то? Да каждому дают и так далее, и так далее. На каждого найдется. И на каждую найдется. Тоже свой, как говорится. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, пишите свое мнение в комментариях. И всем пока.